Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео давайте посмотрим и послушаем вот такой аудиоинтерфейс, внешний аудиоинтерфейс для различных яблочных устройств Apogee One. Поехали! Ну а что нас сегодня ждет в комплектации? Давайте раскроем коробочку и посмотрим. Внутри коробки нас ожидали сам аудиоинтерфейс, набор проводов, это USB, причем USB не совсем обычный, смотрите, не потеряйте, и косичка тоже не совсем обычная, не потеряйте. Также в комплекте есть такой холдер крепления, потому что все-таки у нас тут есть встроенный конденсаторный микрофон, поэтому все это дело можно закрепить на микрофонную стойку. И набор документации, как и всегда. Что интересно, после покупки интерфейса вы сможете зарегистрировать специальный код, который вы найдете в глубине вот в этих самых бумагах, и получить скидку в 25% на покупку одного плагина от Waves или скидку в 35%, если вы будете покупать сразу пакет плагинов. И далее там есть такая особая у них программа лояльности, и вы сможете получить скидку в $100, если вы будете покупать еще какие-то плагины от Waves. В целом, как-то так. Что можно сказать по поводу внешнего вида? Ну, дизайн сегодняшнего внешнего аудиоинтерфейса так и кричит нам, что обладателем Apogee One станет счастливый пользователь техники от Apple. Друзья, сидящие на PC, вы можете не отчаиваться, потому что не так давно компания Apogee начали таки делать драйвера, чтобы на их карточках можно было работать и из-под Windows, что довольно интересно. Ну что, меньше лирики, больше дела, давайте поближе рассмотрим, что же у нас имеется сегодня на корпусе. В первую очередь индикация со всевозможными видами подключений, как по входу, так и по выходу. Контрольный энкодер, с помощью которого можно задавать усиление, а также использовать для выбора. Выше расположился встроенный конденсаторный микрофон, который мы с вами обязательно сегодня послушаем. С торца карты мы находим выход для наушников, либо мониторов, а с другой стороны оставшиеся разъемы под двухканальную косичку, идущую в комплекте. USB, а также питание, которое здесь опционально, ведь необходимое питание Apogee получает по USB-шине. Теперь настало время посмотреть, что же скрывается внутри карты. В этом нам поможет контрольная панель Apogee Maestro. Давайте подключим карточку, установим, естественно, контрольную панель и посмотрим. Заодно протестируем встроенный конденсаторный микрофон и запишем голос на него. Вот так выглядит программа Maestro. Мы уже видим индикацию. Это к нам на первую линеечку приходит встроенный конденсаторный микрофон. Звучит он следующим образом: 121, 122, 123. Усилением этого микрофона я могу управлять прямо с корпуса. Вот сейчас я помолчу и немножечко покручу. Вот, чтобы у нас, в общем, уровень на записи не сбился, как-то так это все дело работает. Здесь же есть инструментальный канал, если вы работаете с каким-то инструментом, подключенным в линию. Это у нас был блок входов, блок выходов. Здесь все просто, мастер, опять же, им можно управлять через карту. Покрутили туда, покрутили сюда, слышим громче, слышим тише, все стандартно. Идем дальше. Вот здесь довольно интересные настройки, предназначены они первым делом для тех, кто использует несколько устройств через свой Mac. Нас это не касается, поэтому проходим дальше. Микшер. Здесь у нас все, можно сказать, в сумме. Вот, здесь есть входные линеечки, есть ретюрны, так сказать, это возвраты с вашей рабочей станции, если вы что-то через нее воспроизводите. И просто мастер микшера, опять же, его можно регулировать туда-сюда. Ну и финальные настройки, выбор частоты дискретизации и настройка метра. Здесь задаются задержки пиков. Вот, как-то так. Помимо конденсаторного микрофона и внешнего аудиоинтерфейса, компания Apogee предлагает нам использовать One в качестве преда для наушников. К слову, за звук здесь отвечают преобразователи, выдающие 96 кГц на 24 бита. Кто бы из нас отказался от прослушивания хорошо звучащей музыки в дороге и записи хорошо звучащей музыки в дороге? Собственно, Apogee One дает такую возможность людям, обладающим мобильными устройствами на базе iOS, делать записи и слушать музыку в дороге. Это поможет тем, кто
постоянно находится в движении таким мобильным людям. Кстати, сейчас давайте вспомним начало ролика и про разъем для питания на карте. Подключив питание и подключив карту к вашему мобильному устройству на базе iOS, вы сможете одновременно и работать с картой, и заряжать ваш телефон, ну или планшет. Здесь я могу только поаплодировать инженерам из Apogee. Наверное, для любого музыканта важным пунктом при выборе рабочего инструмента, внешний аудиоинтерфейс — это все-таки рабочий инструмент, является наличие задержки, ну и, естественно, размер, время этой самой задержки. Давайте посмотрим на нее. Еще одной маленькой фишкой является преамп, который удалось втиснуть в этот маленький корпус. Только вдумайтесь, 62 дБ в максимальном значении. Ну, довольно цифр. Цифры цифрами, а послушать все-таки это дело надо. Поэтому подключаем косичку и слушаем. Call out to your brother, he's calling out your name. Oh, hiding under the covers with no one else to blame. Oh no, you couldn't tell out to your neighbor, you couldn't tell it to his face. You were fucked up by the blame. You count in the corner, confiding your father. Let it out and say, let it pass away. Oh. Что хочется сказать в итоге по поводу Apogee One? Это внешний аудиоинтерфейс, такой миниатюрный, я бы даже сказал походный, который можно брать с собой, использовать с iPad или iPhone, и который при этом, при всем прочем, не стыдно использовать и дома с полноразмерным маком во время записи песен и прослушивания музыки. Полезной будет и многофункциональность этой карты. Во-первых, это аудиоинтерфейс. Во-вторых, это конденсаторный микрофон. Ну а в-третьих, это неплохой пред для ваших наушников. Вспоминаем также про полную совместимость со всеми основными цифровыми рабочими станциями и, в частности, внутреннюю интеграцию в интерфейс Logic Pro 10. На сегодня все. Напишите в комментариях, как вам этот аудиоинтерфейс, ставьте лайк, если понравился ролик, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Впереди много нового, интересного и, конечно же, музыкального. Всем пока! Пишем. Чё ты бутылочку достал-то? Да, я свяжусь. На работе. Запись. Что же нас шла Саша по шоссе и сосала сушку. Пишем. Пишем. Дебил. Давай. Блин.